Hello! Hello, my friend. Здравствуйте. Я, как истинный дальнобойщик, ну, почти, да, в кипарике. Всем большой приветик, всем здравствуйте. Всех рада видеть. А еще у меня тут параллельно кушаться. Вот, так что я сейчас какое-то время буду с набитым ртом. Вот, в целом я тут уже готова. Так, вроде хорошо прикрутила. Здравствуйте, здравствуйте всем! Здравствуйте. Лакиман, привет, как дела? Не выходи. Вообще не выходи. Шибу, расшибу. Нам зачем эти сложности? Так, подождите. Рома, Роман! Здрасте. Женечка, привет. Я за минуту обосрался уже дважды. Сперва, когда Евгений зашел, теперь от тебя. А где женщины? Вас какие интересуют, которые вдоль дороги стоят? Привет, Мариночка, роковая женщина. Спасибо. А где женщины? Почему в American Truck Simulator нет женщин? Вообще-то есть. Нет. Как А. насчет сменить пол? Ага. А там Вот моя как сексяшка всегда, здесь сначала есть? быкуем, потом выясняем отношения. Да. Серёж, спасибо. А там моя сексяшка тут есть? Нет, здесь другие есть. Моя сексяшка здесь. Ну и все. Калифорния. У меня модуль карты Калифорния. А может лучше Аризона? Вот тут я не могу выбрать. Название команды. Под. Поехали. Так, клавиатуру мышь, контроллеры. А что это Я такое? свою компанию Выберите тип назвал коробки передач. Тракодром. Автоматическое, упрощенное, автоматическое. Я выбрала просто Просто автоматическое. автоматическое. Да. Завершить настройки. Ё-моё, как красиво! Добрый вечер, приветик. Секунду. Что-то выбрать надо. Вы же, как всегда, прокачанные ребята, да? Классные, шарите во всем, а я нет. Должна быть где-то на уровне головы. Вот такого, к сожалению, здесь нет. Я сделаю 85 обзор, чтобы я видела все, что происходит вокруг. Это что? Настройка зеркал? Отлично. Что? Ладно. У тебя нет капотных зеркал, не настраивай их. Я думаю, почему мне не получается.
Ну все, я готова. Спасибо, Вадим. Погнали. Только звука игры нет, потому что я еще не включила. Ехай. Ой, разогналась. О, тут кочки показывает. Бьет меня, руль меня. А чё я без звука-то? Тут сейчас дороги неровные теперь. По трассе едешь, тебя покачивает. М. Так это из спокойно ехать. А, черт, это же другая игра. По сути, игра та же самая, как... Да нет, настройки другие. Типа у меня же поворотники были на клавишах, на лепестках. Кстати, на очень важное замечание по поводу местных ПДД. На красный направо можно повернуть. Почему? Но в Америке по умолчанию на красный можно поворачивать направо, уступая другим участникам дорожного движения. Я так делаю всегда. Я шучу. У меня поворотники просто... Нет поворотников. Ничего у меня нет. Кто-то удивлен. Потому что Марина заранее подготовилась. Ну, не бухти, пап. А врезаться можно? Надо было ставить автоматическую упрощенную коробку передач. Ага, чтоб ты дважды нажимала на тормоз и включалась задняя. Идеально. У меня до этого так было. А Ну, что мне еще это с и есть лепестками упрощенная. управлять? У тебя целый шифтер есть, ты можешь хотя бы там, не знаю, драйв, задний покой включать. Что называется, будешь бухтеть, мы тебе настоящую механику настроим, будешь ездить. Еще и коробку тебе 18-ступенчатую подберем. Это ваш штаб-квартира. Это обычный гараж. Он не особо просторный, для начала сойдет. К сожалению, вам еще ничего, а нечего туда припарковать. Да пошла ты в жопу. Унижает меня, тварь. Так, конвой. Тут теперь камера отображается на карте. Рома, как я тебя найду? А что, я создаю, что ли? Я же раньше увидел. Так, тоже ничего не слышу. Скорее всего, так делать. Да, ладно, создал. Так. Еще важный Я момент. сделала это. Блядь, я забыл пароль, который только что создал. Ну, господи. Бог. Ой, сука, я обиделся. Да, я тоже такая, что-то. Я на телефоне поменяла когда пароль. Бывало такое. Я забывала. Ну, пусть будет вот эта кнопка. Мгм.
О, Ромочка, спасибо. А вот она. Я приняла? Ну, у тебя пароль запрашивает. Нет, я в меню. Сейчас, секунду. Да. Ну, все, вводи, что написал. А! Да, вот именно поэтому. Двойка на конце. Да, кстати, я тоже второй пароль ввела, и он быстрее зашел. Ну все, бери груз там, откуда ты хочешь ехать. Так, пару секундочек, и все. Я просто поворотники настрою. Круиз-контроль. Круиз-контроль. Пусть будет вот эта кнопка. А? Все же не везде с двойными лужами. Так. Мне нужна аварийка и поворотники. Все, мне больше ничего не надо. А, и свет. Ну, это понятно. Режим ходьбы. Тут что, все-таки можно ходить? Вон, Ну, Гарик. в этом, да. Кажется, Я, у нас кажется, знаю. четвертый намечается. Да, тоже увидел. Да. Блин, а где она? А, вот аварийная сигнализация. Вот сюда. Переключить голос. Фары дальнего света. Сюда. Сигнал я поставила, а я не ставила. А, ставила. Так. И дворники. А где дворники? А, стеклоочистители, да? Пусть будет вот эта кнопка. Классная игра. режим. Стою на ручнике, хочу открыть меню, мне говорят, остановитесь, пожалуйста. Вот это ручник, это я не помню что. Ладно, сойдет. Вроде все. Поворотники, блядь. Так. Руль вправо, руль влево. Та-та-та-та-та, нейтральная передача. Левый указатель поворота. Блин, ну до этого-то он был. Ладно, пусть будет так, левый. Вот это. Правый. Вот эта кнопка. Надеюсь, я не забуду. Все, я любой груз, да, могу взять? Да, любой. Да и по-любому мы будем наблюдать поворотник вправо и поворот налево. Был один раз такой. Что ты начинаешь? 2. Один! 2. Второй неправда. Не слушайте его. А что? И чё? Не Я по- настраивала камеру, она все равно как говно. Как ты на другой грузовик села? Да блин, и что, каждый раз так делать? Покупай свой грузовик, чтобы один раз настроить, а больше не настраивать. Это хитро, конечно. Хочу так. А, ты в Бейкерсфилде, ё-моё. Да, что-то взяла, да. Подожди, или мы едем в Бейкерсфилд? Я все, я готова, я жду вас. А, нет. У тебя же есть рубашка в клеточку. Точно. Я прицепить. Это же American Truck Simulator, точно. Я готова. Ой, Ром. Какая неловкая ситуация. А как это вышло? Что именно? И никто мне не сказал. Пароль прям на стриме показала.
Красава. А я не знаю, как это вышло. Это случайно. Я не хотела этого. Правда, правда, честно, честно. Я ни хрена не понял, а ты где, собственно? Я не знаю. Ёпарасоты, а чё так далеко-то? Почему? Это уже не Бейкерсфилд, это что-то другое. Я еду... А я между Барстоу и Бейкерсфилд. Ну вот именно. А считается, словно ты в Бейкерсфилде. Не знаю. Ой, Ну, я мимо пролетел. изучено 002. О, Рома здесь. А, у меня туда тоже нельзя переместиться из Лос-Анджелеса в Америку. Ты цепляешь его, типа? Я загружаю, я со своим трейлером приехал. Я же мажор, в конце концов. Ага. Это American Truck Simulator, господа. Я ж так и написала. Спасибо. Я как истинный дальнобой пока стою, жду, ем. Ну, я хотел 70 миль до вас. М? Иди ремни натягивай, сидит она там ест. Я все сделала вроде, нет? Я уже... Ого! Не, я вроде все настроила как надо. Груз взяла, время идет, но это не на время вроде груз. На время, как и все. А, да? Ну там не так мало времени, чтобы мы не успели дождаться остальных. Да и потом, зная, как ты периодически ездишь, время это вообще не проблема. Ага. Ой, спасибо за рейд. Или это авторейд? Тут же получается, можно же телепортироваться между складами, верно? Ну, как я, собственно, и сделал, но для этого надо по-особенному игру настроить. Сейчас мы этим заниматься не будем. М. Ладно. Игорь хочет сами покатать. Возьмем с собой. Он аккуратно водит, он прям настоящий дальнобойщик. Ну, пусть заходит. Заходи в ДР. Да, в Дискорд заходи, я тебе пароль скажу. Ты прям здесь в Дискорде и скажешь, что терять-то уже. Так я на стриме отключил звук. И что, так сутки быстрее идут? Так солнце быстро меняется? Обалдеть. Ну, считай, тут минута проходит за 3 секунды. Вот и считай, сколько это будет. Время в 20 раз ускорено. 20 раз, поэтому... Ну ладно.
Вам виднее, Тебе что довольно выпустили. хороший грузовичок достался. У Мне? него салон интересный, да, чистый из такого красного дерева сделан. Мгм. Делаю грузовички, у которых внутри кабинка, где можно поспать. Классно? Ты сейчас просто назвала абсолютно все грузовики дальнобоя американских. Внутри, наверху, я имею в виду. Но У них А как тут вот фалскарте сбоку. и верхний, и нижний. Полки есть. На крыше. я сейчас... А. Вот Вот у них скворечник, вход. что ли? Вход в крышу. Вот у него вот эта вот херня, которая, это якобы там человек спит. Ну, скворечник, да. Я просто не знаю, как они называются. Хорошо, Игорь. Вот в каких-нибудь газелях есть места. Газели, газон и прочее подобное. Сделаешь в комнату перекид, я тебя притащу. Здравствуйте всем. Я так понимаю, к нам сейчас два мужчины на классических грузовиках должны подъехать. Я не вижу Владика в ДСке. Влад, может, и не придет. Самый скворечник. Бля, газует. И пока я не нажму кнопочку, он не поедет. Вообще мне говорили, что нельзя на нейтралке газовать. Почему? Я не знаю. Мне говорили, нельзя. Ну, а вот, допустим, у тебя случилось такое, что у тебя упало давление в тормозной системе, и ты стоишь на месте. Как ты будешь это давление повышать? Чтобы его повысить, нужно увеличить обороты компрессора. А как ты это сделаешь? Короче, мне говорили просто так на нейтралке не газовать. Так сойдет? Так, да, сойдет. Фига, у тебя огромный прицеп. Это я 11 цепнул. Кстати, что еще интересно в американских трейлерах, у них вот эта тележка с колесами, она перемещается. То есть ее можно до упора назад укатить, а можно вот как у Евгения сейчас сделать. Женя, я мешаю? Да, выйди из конвоя, пожалуйста. Хорошо. У меня вообще СССРская звезда на руле. Эмблема Western Star. Какая СССРская звезда? Это СССРская звезда. Это патриот? Да, у вас патриот. Газовать можно, просто не нужно. Это Пойдет. пантеак, ладно. Женя, если я мешаю, я могу отъехать. Да куда ты мешаешь мне вообще в другую сторону? А ну ладно. У нас здесь нон-коллизия. Я не зона, понимаю, так что прицеп 33 метра. Куда рулить? О, да, входи в меня. как рулить? Владик, здравствуйте. Он нас игнорирует. Как бы И, его блин, уши здесь, а его язык не пришел, поэтому только в На уши. язык он около девушки оставил. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, вообще молодец. Так и надо. Почти. Как говорится, язык девушки, честь никому. Жень, ты с двумя поедешь? С чем с тобой? Я просто вижу твой огромный С прицеп. дебилами в команде. Это я один. Говорю, в этом Я просто смысле вижу нельзя твой двойной огромный цепь. прицеп и как он входит. Вот у меня был еще второй Есть. такой прицеп, на который у тебя на прививке говорит. Ну, условно. М.
в этом читательнице. Ну, Фига, я затонирована, просто класс. Блин, а красивый. Почти такой же красивый, как я. Ты тоже взял штатный? Или это у тебя купленный такой? Это мой личный. Че, вот видите Петю, он самый красивый. Что, можем Сейчас ехать? Влад приедет, расскажет за красоту. Мы Владика ждем, где он? Он что-нибудь скажет? Он летит. У тебя ящики такие блестящие на задней тележке. Это задница блестящая, а не ящики. Задница тентованная, кстати. А, он уже почти приехал. Ты не на тот сигнал жмешь. Привет, привет. А куда нажать? На N английскую. N. М? А почему? А почему? А как? А что это за сигнал? У американских тягачей изначально идет городской сигнал, первым, которым ты сигналила, и сигнал для хайвея, так называемый, более громкий. Пневматический? Угу. Что я перебиндила? Фига себе. И так ёбнуться можно, конечно. Ебать, приехал. Привет, чат, всем большой привет, кто присоединился к стриму. Давайте добьем 100 лайков. Фига, Владик, ты что такой красивый? А, то есть... Чё? Все хорошо. Ты тоже красивый. Или ты не про это? Все мы знаем, кто самый красивый здесь. У него фары черные стоят. Я не видела фары, он просто проехал черно-красненький. Блин, а здесь получше рулится, чем в той. Так. Надо привыкнуть, что Я поворотники- тебя не понимаю, ты куда хочешь повернуть? Я практикую, подожди. Это дальний. Это... А это что? А на X ничего не ставила? Все. Угу, все, поняла. Это что? Хватит мне моргать, поехали. Все, готово, поехали. Здесь можно нарушать скорость? За деньги, да? Блин, у меня нет денег. А, у меня 1700 всего лишь. По встречке нормально. Почему направо, нам же налево? Мне направо показывают. Налево нам. А И можно, как всегда, там понастроено, типа, оптимально. Или еще что-то. У нас короткий. Я сейчас Давай, я пойду даже через 33 минуты. У вас, Посмотрим, наверное, куда потому что тебя у вас маршрут уже ведёт. открытый, да? Да не в этом. Я в настройках просто стоит оптимально настройка, у нас проблема. То есть я сейчас по очереди тут. Как у меня ноги болят, капец. О! Как тяжело ехать моему грузовичку.
находится, конечно. Плачевная. А, на это, мне кажется, должен был сработать. Почему не сработал? А перекати поле можно давить? Да, но А. смысла нет. Все, я нашла, где у меня круиз-контроль. Марина и побежала. Да. Ну как ты на руле умудряешься вилять, как будто ты не понял. Потому что я смотрела, какая кнопка что отвечает. Вот и чуть-чуть виляю. Нет, я ходила очень много сегодня. Стояла очень много сегодня, поэтому ноги болят. И поясница. После 50 минут сейчас он больше не Я воспользуюсь ситуацией и должен прорекламировать Каскадию. Очень тихий грузовик. У меня громкий. Не Скоро сомневаюсь. сегодня пошел. Ой, еще серпантин какой-то маленький будет. Ага, ты еще здесь серпантин будет. Особенно по какому-нибудь каньону, когда спускаешься или поднимаешься вообще. Говорят, серпантин не прощает ошибок. Как и в принципе вся дорога не прощает ошибок. Но есть некоторые дороги, которые прощают тебе ошибочки. Как вот сейчас я Какая? вильнула на Автодром? встречку. Нет, я сейчас вильнула на встречку. Случайно. Потому что я что-то там смотрелась на клавиатуру. А в некоторых моментах нельзя даже на встречку будет вильнуть. На Ну, серпантине вон у нас улетишь. Игорь собирался подойти, вот он расскажет, есть ли такие участки, где дорога ошибки прощает. Ну ясно, ясно, ясно. А, Как же не собрать? Как же не въебаться на то? Марина, едем? Можно застрял. чуть-чуть назад сдам? Назад чуть-чуть сдам. Давай. В тебя? Ты смотри, чтобы меня там не... Так, Я вроде здесь стараюсь. Балдеж. Ну ладно, да. А-ха-ха. что творят эти камерунцы? Ребята, стреляют, они не едут. Я заглох. А их еще не вытолкал. Марин, ты решила гидрант с собой забрать? Да. Зачем он тебе? Блядь, у меня машина застоит. У меня машина не едет. Что наделали вообще? Едет, едет. Нет. Едет, едет. Ёптыть. Один гидрант такой. Это все... А чё? Понастроились из Смотри гидранта. в зеркала. Тебе надо Я чуть не видела дальше проезжать, гидрант. У тебя капот еще впереди 30 метров. Марин, важное замечание. Ты в Америке, а не в Европе. Здесь разворот и повороты нужно делать через соседние города. Там встречку выезжай просто. Потому что иначе ты не влезешь. Кстати, да, без шуток. Иногда нужно прям на встречку вылезти. Хорошо. Где-то разворачиваться сейчас будем? Можно, не надо. Почему мне показывают развернуться? Едем прям. Едь за мной просто. Хорошо. Все равно разворот показывает.
всем, кто присоединился, привет. Молчат, сидят. Кстати, для Марины опять же информация. Здесь есть такая веселая вещь под названием весовой контроль. Если ты не отключила штрафы и проедешь мимо станции и не остановишься по требованию, будет штраф 500 баксов. Кажется, не отключала штраф. Владик так красиво на колесике прокатился. Я что, по встречке еду? Красиво, однако. Есть, кстати, заметно более привлекательные места. К примеру, в штате Колорадо есть каньон Гленвуд. Там вообще просто не оторваться. Я думаю, это что Марина удивляться всем. И вообще. Еще вот. Заставляю там машину. Блин, Женю тихо слышно, лучше погромче себе его сделать. Так, аккуратнее, Марина что-то настраивает все в укрытие. Да нет, еще не настраиваю. Ну мы ровно едем, да? Сейчас настроим. Женя, говори. Алло. Тут ты. Все? Да. Schnieschna, schnappi, 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 schnapp. Schnieschna, schnappi, 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 schnapp. Всем внимание, за рулем больших груза едет девушка. Да. Мне за это не стыдно. За что можно поподробнее? За то, что я еду за рулем больше груза. Алло. Что не должно быть стыдно, давайте с этого начнем. Значит, что там дворники? Ничего не включил. Блин, я не помню. На П у меня, на П. П. По-английски. А еще лучше в настройках включить датчики дождя и забыть про то, чтобы включать дворники. У меня хардкорный. Спасибо большое. Просто спасибо. У меня классика. Мы, кстати, меня идем опять с опережением показывает, всего на 2 часа, поэтому особо останавливаться не придется. Почему мне опять показала разворот? Ты подметку на карте какую-то поставила, вот и начинается вот это вот все. Да? Ты вроде не ставил. Ну что гляну? Не надо. Да, она же ставится как просто ЛКМ во время карты нажал и все, у тебя метка есть. Schnieschna, schnappi, 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 schnapp. Schnieschna, schnappi, 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 schnapp. Здравствуй, Маришка простой Америки. Сегодня показываешь. Блин, у меня почему-то вместо радио включился плейлист для моих Да. покатушек на Спасибо, привет. Ниве. Так, секундочку. Спасибо.
Слишком быстро дождь кончился. Все, поехали. Сейчас. Такой Спасибо. кайф, когда дорога не идеально ровная. Я хочу 32 Дима Боник и... Ленчик, привет. Он садится с ней рядом, он берет ее за плечи и причудливым узором засверкает его речь. Антон, я все помню, сейчас уже боже сделаю. есть Maybe после земля. стрима. Ну, не точно. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год. Там снег, там столько снега, что если А то у меня просто времени не так много, и я не успеваю ничего сделать. Бывает столько снега. что земля не видит небо и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. На заметку догоняющим можно ехать на 5 минут быстрее. Говорит Догонять. Москва, Москва, забери меня домой. Новую упрямую строкой Или Марина уже в километр перевернулся. дорога подо мной. Не, я уже останавливалась. Чуть-чуть и В милях или в с километрах? землей, я ей клянется, А мне что километров? вернется. А, нет, мили, у меня мили. Так с места не сойду. Вот есть 60 миль. Чтобы до дна. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Там только не попадись. Здесь плюс 3 мили максимум нужно. А на наши это сколько? 1 миля. И на 6 километров. Ну, вот если по ограничению смотреть 55, это 88 км в час. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Какая глупость, правда, Спасибо. верить его словам. Мотор А не поверить громче. Тому, Не слышно. который веселее и светлее всех. Она молчит У и меня ощущение, что я слышу близко к левой полосе. который возвращается. На зеркало тебе на что? Да я вот смотрю, но у меня просто ощущение того, что я Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек посмотри. его души. Сейчас в Молдавию, кстати, напоминает. Посреди огней вечерних и гудков Лучшее машин сравнение мчится калифорнийской тихий пустыни. огонек моей души. Как лучше? Привет, гуляк. Перчик, здорово. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Тихий огонек моей души. Здравствуйте, здравствуйте, Илья, Александр, здравствуйте. Так далеко вас не догнать. Schnieschla, schnappi, 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 schnapp. Schnieschla, schnappi, 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 schnapp. Дал подкинешь. Дорогу покажу. Почти приехали. Хорошо, договорились. Садись.
на трассе уже кого-то снимает. На настоящей фуре меня покатаешь? Вау. А тут люди ходят где-нибудь или нет? В городе. В городе люди ходят? Да. Прикольно. Ну и если всякие дорожные происшествия случаются, там тоже люди есть. Нет, еще нет. Там Трова округлила. Ниже округляет, если приблизительно. Передо мной едет Вита с Павлом. Жень, мне одновременно с тобой пришло уведомление, кажется. Класс. Тайминги. Может, потому что в общую беседу? Да, да, и это тоже. Это тайминг. Рядом казахская молния летит. Не могу им. Я-то думаю, что он остановился, он решил кумысу въебать. Аккуратно. Кто сделает из тебя шашлык? Бешбармак, скорее он из меня сделал. А, подожди, бешбармак, это же татарская. А у него что? А что у На него свой. кроме кумыса есть? А, Блять. замечательно. Марин, если что, мы сейчас съезжаем на развязке. У меня уже все показывает хорошо карту. Национальные казахстанские блюда. надо узнать. А чак-чак это чье? Казань. Ё-моё, опять мимо. Влад, ты проехал. Туда он пролетел мимо маленько. Что за музыка здесь включилась? О, тут кони есть. Музыка, видимо, включилась. Потому что доставка скоро закончится по времени. Мне надо это выключить. Это, наверное, как-то... Нету радиотач. Есть. Настраивать. Конвой ему катаем. Это жесть какая-то. Так, а я смогу? О, можно попробовать.
Тут коровы. Ну да, мы же на ферму приехали. Аккуратно. Ай, нет, все равно я не влазит пока что. Писался? Спасибо. Каскаде идет в морду пробил. Немножко опять не так заехала. Чуть прижала в другую сторону, но думаю, ничего страшного. Или ничего страшного? Нормально тут фермеры живут. Dodge Charger, СРТ стоит. Ай. Да я не обижаюсь. Шутите. Ой, я просто делаю припарковалась. выводы. Чё? Каковы они? Нет, Ой, ты чем мне говоришь, ты не качать обижаешься. дальность, конечно же, да? Мгм. Все, прокачала. На 40 человечков не хватает пока что. Что, мне новый брать груз? Ничего, с флота разгрузится. Хорошо. Так, где тут автоматически дворники сделать? Они вроде уже по умолчанию есть. Ты просто один раз P нажимаешь во время движения и все. Что мне еще настроить надо? Ты даже не знаю. FCS, хорошо. О. Приветик.
Все, бери новый груз. Оттуда, откуда мы приехали, взять? А где мы Бери, что находимся? для тебя выгодно. А, ну он как раз таки отсюда, кстати. Прямо из этой же фирмы. Но не из... Ну, не помню. Бери, в общем. Да, вроде отсюда же, слушай. Нет, не отсюда же, ладно. Ё-моё, низкорамники. А где зеркало? Охренеть, как далеко зеркала. Всякие бошки. Некрасивые. Я устал, кстати. Рэм. А, все, нашла. Я жду вас. Сейчас я там человечка забаню навсегда. Господа, спасибо за победу на арене. Огромное вам спасибо. Как ваши дела? Как ваше настроение? Как воскресенье? Я думаю, вы сидите, чилите на расслабоне, на чили. Спасибо, что подписываетесь на канал. Нам еще 40 подписчиков не хватает до красивой цифры. Буду вам рада в нашей маленькой семье. Чё не танки? Лилетик. Здравствуйте, мужчины. Добрый вечер. Кто сигнализация едет? Вам? Какая красивый кто-то проехал. А где П-паркинг? Еще и Почему? на маке. Я? Да. Маск. Мак. Маск. Наверное, А сам. Марина ничего не назови. напоминает Мак. Мак? А, этот, как его? Блин, напоминает, на котором я чаще всего катаюсь. Забыла, Да. как он называется. На S или не помню. Или на F. Я тебе не проигрывал вообще. А про что? Может, в мультике что-то видел. А я не видела, как он выглядит. По названию, может, чисто. Не, я тупая. Чикау. Я поняла. Можешь повторить? Ну, Это было хорошо.
Поворот. Слышишь? Так. Да, Включил поворотник направо. да. Блин, я очень далеко отъехала. Ты еще Так по что- встречке уезжаешь, так нормально. Владик, как обычно. Учите еще Марина. А, научит, как не нужно. Вот так не нужно делать. Отвлекаться на чат и не ехать направо. Он на дальнем едет. Не я. Я впереди. Пощечину дал сейчас. Сука, заморгал. Я ж тебя сейчас еще раз переверну. Бля. Не перевернешь. Вот здесь похоже на ГДА. Интересно, почему? Любишь сиськи, кинь их в чат. Она зеленая вроде как. Что происходит? Я просто смотрю на это здание и не понимаю, кто по какой полосе куда сейчас поедет. Мы едем влево, все влево ехали. Ну какая дорога у них потресканная, класс. А, ой, О, ты что тормозишь так резко? я чуть не врезалась. Ни хрена у тебя там. А у меня много еще перед машиной? Чё понятно. Так же примерно. Алло! Во, машина поехала. А почему АТС? ЕТС веселее? Мне наоборот сказали. Ой, я на красном поехал. Нет, это естественно. Пресс на красном 200 рублей. Зеленый. В смысле? На желтый все проехали. Я Ну, на кроме красном. Влада. Ну, я на желтый, но там первый желтый, второй красный был. Да, ёп. Я разучился останавливаться. Близко? Я думал, там еще далеко, но там уже уперся. Кажется, я остановилась прям впритык. Ну, практически. Там еще человек привет. пройдет спокойно. Ну, я для этого так и остановилась, чтобы человечек... Но у меня, видишь, Вот У тебя посмотри, столько Марин, же. Я Марин только что сзади, как смотрела, нужно столько же. парковаться. А как посмотреть назад? Я не посмотрю. Просто цифру 2 нажми, хотя ладно, зеленый поехал. Посмотрела. приезжай ты, здоровался. Да ёп! У него красный Устал. горит. У него красный горит. Бля! Красный это налево, а нам прямо. Блин, красный это налево. Ну, блин. Ну, Я у расшатал него так. грузовик, блядь, мы еще из города не выехали. Тупорылый трафик, бесит здесь. Просто об одну вот эту клячу расшатал все. Я, кстати, а почему у меня не Получай, повредился падла, груз, когда я наехала на препятствие? М? Ну ладно. Не повредился и хорошо. Да я до этого играла в ЕТС. Нормально. Только не у меня! Ну-ка. Я извиняюсь, Да что ж чем вы там делаете? занимаетесь, что Марина кричит только не на меня. Да чел, который бот в меня перестраивался, не дал мне проехать. У него разгоночная, а он перестраивался в меня. Ну, тут такие правила, блин. Надо им вступать. Кто сейчас ушатал самосвал? Почему он стоит на Не знаю. полдороги раскоряченный? Он тормозил передо мной. Блять, у меня тормоза говно. Я сейчас тормоза напомню. А почему тормоза говно? Их надо поменять? Да потому что я сделал для реализма, чтобы не вставать в колу сразу. Синус торможения. Подрезал какой-то грузовик.
все, можно на расслабоне начали ехать. На чили. Да. Ой. Блин, я забыл настройки поменять после того, как на гелике гонял. Владик, я сейчас тебе задницу поцелую. Случайно, конечно, но от всей души. И Владик сейчас просто в колы бьет. Двигатель неисправен. Я знаю, Владимир. Руль такой чувствительный? Ну, не знаю, такая чувствительность там просто. Я на самом деле вроде я уже привыкла. Тут не забудешь выключить поворотники. Потому что когда включаешь, они вон горят прям. Ой-ой. Ой-ой. В кого ты врезался, я гений? Я это видела. Женька лишить прав на 10 лет. А это Влад подставил его. Видел? Нет? Так что Владика лишаем прав. Согласен. По-моему, сейчас Владик скажет, я и так без прав езжу. У меня и так тут всего 190 тысяч. Расходов. У меня пока 7. А можно это превратиться в рубли? У меня в жизни. 7 тысяч рублей. Не, 7 тысяч долларов превратиться в жизнь в рубли мне. Тебе уже сколько предлагают OnlyFans создавать? Вот, пожалуйста. Думаешь, если я создам OnlyFans, я поднимусь На 7 тысяч рублей. на 7 тысяч рублей? Думаешь, не сразу. Ну, 7 тысяч рублей точно будет. Причем я заплачу OnlyFans, чтобы зарегистрироваться там. Что там платить надо? Я не знаю. Ночью не видно, близко я еду или не близко. Давай проверим знание правил дорожного движения. Как раз по твоему вопросу, близко или не близко. Чё? Или подожди, ты близко к краю полосы имеешь в виду? Да, А, ну тогда нет, забей. Едь Ну, прямо на просто- всю. я не вижу. Здрасте. Ой. Ой. Однажды я попала вот в такую передрягу, когда очень долго обгонял Курик второго. Радик, здравствуй, как дела? Как дела, сладенький? Рассказывай, как проходит твое воскресенье? Хорошо, хорошо, что хорошо. Как это еще не видел? Большая пачка
Лондонцы соленые. Американцы, которые... Не. Дизель. О. Ну, блин, тут практически смысла не отключать дальний. Чего, уехали, и никакого трафика, вообще кайф. Это как? Задавил бы всех. В жизни или в трек-симуляторе? Конкретизируйте. Руль, да, чувствительный. Прям как я. Геннадик, жаль. Если в жизни я бы спросила, где встать. Куда ехать. Стоять. Опять мы по ночам катаемся. Вспомнила уже, когда приближаемся. Тебе флешку кинуть? Нет, не сейчас. В следующий раз. Я фуру с лайком везу. Разгружать. Вообще нужно держать типа поворот, пока ты его якобы не обгонишь. Ты такое слышишь. Что было? Мне ж скоро. Владик, прости. Давай, приезжай. А, ты мне уступаешь? А, спасибо. Правда, тут за пассажир на капоте? Ну, не знаю. Не катала еще никого на капоте.
тут за пробка? Вы что тут устроили? Мы ничего. Тут просто жопа какая-то, как будто на МКАДе ходили. Не, мы ничего не устраивали. Просто не движется транспорт. Блин, было бы забавно, если бы навигатор показывал затор и все такое. Было бы прикольно. Раз за тобой выехали. Жду ли я турнир мажор по Counter-Strike? Знала бы я кого-то из этого мажора. А так что, посмотреть просто как киберкотлеты играют? А куда? Я растерялась, в какую сторону ехать. Там встречка, я так поняла, да? У меня и в жизни так же тоже теряюсь. У меня солярка кончается. Если машин нет. Да, Эмиль, ты не единственный такой, не переживай. Что тогда здесь смешного, не понимаю. Много людей, у которых есть права, но нет машины. Дальше-то что? Это же не смешно. Нет прав над машиной, кайф. Ну, типа, я не вижу здесь... Ой. Блять. Спасибо, Собственно, для Ларик. кого придуман каршеринг? Нет, он написал, права есть, машин нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Машину? Куплю и что дальше? Ты мне после этого отлижешь? Я не намерен столько ждать стоит. Мне еще готовить надо. Да, объезжай, что ты? Понятно тут. Ребята, если что, это было предложение только для Эмиля. Доступно такое предложение только Эмилю, потому что он только такое любит. Продайте машину. В гараж сначала продадим. Хотела ли я, чтобы по колесу постучать? Что? Тут можно постучать по колесу? В голове себе можешь постучать. Короче. Всем спасибо, всем до свидания. Ты уходишь? Да. Давай, Женечка. Ну Спасибо. что, я 3 часа просидел просто, Да я стрим думала, ты ничего не сделал. сначала готовить будешь.
Я думал, ты Чего сначала сначала? готовить, а потом с нами будешь играть. Так я бы знал, что ты задержишься, я бы сначала приготовил, по-человечески сделал. А так я сидел, ждал, думал, в любую минуту стрим начнется. Ты бы хоть предупредил. Извини, это мой косяк, прости. До свидания. В следующий раз так не будет. Давай. А, он уже ушел. 3 письма. Требуется личный водитель. О, мне можно туда в компанию эту пойти или нет? Или не нужно? Нет. Ха-ха! Рома, как выйти постучать по колесу? Я уже сказал, выйдите и по голове себе постучите. Нельзя здесь так сделать. А, хочешь, я тебе ржавую корыту с пробегом 500 тысяч за 40 тысяч рублей нужна? Господи, Эмиль, мне не нужна твоя машина, спасибо. Это АТС. ЕТС и У АТС. Марины уже лучше. есть Матис, и мы это еще на стриме по ИТС выяснили. Да, просто, слушай, Эмиль, он у нас самый умненький, он не подписан нигде, но он все за всех знает, поэтому М. давай не будем ничего говорить, а то сейчас умные люди начнут возникать, и мы будем здесь самыми с тобой тупыми. Чем бери груз тогда? Я еще один Так, у скатаю, меня пойду. груз из Калифорнии есть за 9 почти Удивительно. 800. В Неваду поедем. О, ну, хоть разнообразие. Я у тебя раз 20 подписан. Всякие заблокировала. Конечно, ты херню всякую пишешь. Слава богу, что я тебя заблокировала. Так. Блин, красиво сзади, прям такой люксовый как будто салон. Блин, это, конечно, здорово. Я забыла, на что дворники. На пье. Сначала машину надо было завести. Я забыла. У меня, кстати, автоматом не ставятся дворники. Мне нужно в любом случае режим выбирать. Эмиль, этот вопрос тебя не должен волновать. Спасибо. Это вопрос просто личного и интимного характера. Он тебя не должен волновать. Вот вообще никак. Ох ты, какой красивый красный стоит грузовичок. Вот это по-нашему. Да, кстати. Прям красивый. Сейчас Влад приедет и 100 пудов подтвердит, что этот грузовик очень красивый. А это ты? Я думала, это у меня. Мне кажется, плохая аэродинамика. А какая аэродинамика может быть у тебя как кирпича квадратного? Вот скажи мне. Угу. Вот У у тех, меня кто аэродинамика есть. такая аэродинамика. Угу. Да нет, как раз таки это вопрос, связанный с личной жизнью. Некрасиво задавать такие вопросы людям, с которыми ты не знаком. На будущее.
В ЕТСке я не думаю, что советские грузовики есть. А вот в ЕТСке можно... Модами можно поставить. Модами? А. Мгм. А чё, у нас есть какие-то классные грузовики российские? ЗИЛ? Ты знаешь, И такой все? во- вопрос с подъемом на самом деле. Я не знаю ни одного хорошего российского грузовика. Я вообще не знаю ни одного русского грузовика, ну кроме типа КамАЗ, вот эти вот, ну это же не дальнобойские машины, а в которых просто Почему перевозят... тоже? Не, подожди, он КамАЗ, в Ка- котором просто перевозят песок и камни. Вот это вот такой КамАЗ я только знаю. А вот чтобы у него был КамАЗ такой прицеп... выпускает и такие тягачи КамАЗ тоже делает. А, да? С Сейчас переменным сделал успехом, но дальнобой. делает. Нормальный. Все. Я так-то знаком уже год с половиной. Но, Эмиль, смотреть стримы это одно. Мы лично с тобой не знакомы. Мы где? Мы в Калифорнии. Мы из Калифорнии, да, выехали? Присоединишься к Да, нам? сейчас поедем. Да мы толком-то в Неваду даже не едем, мы просто на границе. Да, да. Так спать хочется. Ой. Мы сегодня рассматривали очень много машин. Прям очень мне понравился Mercedes-Benz, очень старый. Прям очень старый. Калифорния. Город, этот, Окснард. Би- какой? Откуда мы едем? Едем из Бейкерсфилда. Мы едем из Бейкерсфилда. Как Бейкер-стрит, только Бейкерсфилд. Картина с сиськами в продаже, да. У тебя нет столько денег, чтобы ее купить. California to the place. Всем большой привет, ребята! Не всем ставить лайкусик, подписываться на канал, на Трова, нажимать на кнопочку отслеживать. Я буду очень этому рада. Мяу. Роман, Я. как ваши дела? Как ваше ничего? Влад не хочет с нами общаться, потому что он зашел, где у него нет микрофона. Вот. Поэтому рассказывайте, как ваше ничего. Наше ничего, в принципе, пойдет. Еще бы на дороге побольше уважения было. Хотя странно Я... слышать это от такого, как я. И Да, учитывая, что я особенно порой на Ниве. исполняю, Мгм. я на Ром, Ниве езжу, как положено ездить на Ниве. Вот да? давайте вот... Ну, Да. именно так и ездишь, как надо? Ну, Ай, практически, здравствуй. Здравствуй. Привет, привет. брат. Ну, скажем так, поворотник это не самое частое, что я использую. Вот давайте вот так, издалека зайдем. Так, а киньте мне, пожалуйста, где вы там, что вы там? Так, а в конвой можешь к нам присоединиться. Так, как? Где Так, вы в конвое? Ром, как твой конвой называется? В друзьях есть у кого-нибудь. Нет. Мессер на английском. Вот найди у него, и у него пароль будет. Я тебе щас скажу, как Сейчас найдешь. посмотрим. Да с двумя S. Ну, S как S русская. Эмиль, для тебя эта картина будет стоить 100 тысяч. Я без приколов. Игорь нашел? Еще? А ты в поиске просто мог вбить. Я знаю, я так ищу. А, странно, вроде ты у меня был в друзьях. Нет, Нет? в стиме нет. Нет, не найти ему. Вечная проблема, блин. Как конвой, так ни на кого не найти. А у меня, кстати, странно. Вот здесь у меня не находила конвой, а зато когда приглас скинули, нашло. А в ETS у меня такой проблемы не было. Дай мне код. Цифры свои я тебе найду.
Стима. Сейчас, секунду. И этот Steam-то у меня вообще. Нет, не вру. Влад, скажи же, грузовик у Марины сейчас просто шедеврален. Идём Я пить. вижу, ты там W900? в чате что-то писал, так что я думаю, 900? ответит. W900, да. Особенно 100 лет Edition, или как это правильно назвать. Так, Марин, куда тебе кинуть? А хочешь здесь сейчас скинь, я скопирую быстро и удалю потом. Я Общий тебе чат. сейчас это самое. Давайте в личку просто кинули. Давай, если она мне открыта, я не помню. Сейчас посмотрим. О, да, открыт. Я тебе кинула приглас. Принял? Рома, я пароль не помню. А я ж не приглашу, да? Или приглашу? Почему можешь? Ну, может. Блин, почему окно-то видно всем? А я сейчас сам присоединюсь. Давай, Наверное. я сейчас тебе пароль скину. Что, открывающиеся окна до сих пор не видно, что ли? М? Нет, наоборот, Я почему-то вон... видно, что я пишу. Не, я про то, что я хотел сейчас в грузовике окно открыть и Владу помахать. Ой, Ром, еще раз можешь написать? Я забыла, что там. Господи. У меня не вставилось. А, все, не пиши. Я написала. Не вставилось. Хорошо. Ну не с первого раза. Ёпарёк. Главное, чтобы некоторые окна не Ага. были видны. Да, это тоже главное. Забери В пьяную смысле невозможно? Ты офигел? Во, О, наконец-то. соединися. Наконец-то. Так, что вы там, груженый уже, да? Ждем тебя. Блин, какую песню включить? А то мне Ну, вчера Влад всё вообще на грустно. стиле. На Питербилд поставил дуделки от Western Star. Так. Так, ага. А как? А, я что-то тут... А, все нажала, нормально. Где вы тут грузитесь-то? Там за зданием, да? Вики... А, ну да. Да. Мы тут. Когда в рейс мы А, уже погоди. собрались. Топ. Мне в Дискорде сегодня рассказали, почему меня не возьмут замуж. Мне сказали, что меня не потянут. Финансово, эмоционально и психологически. Прикиньте. О, вот это сейчас обидно было. Чё это вдруг? Ну, видимо, я слишком... Люди, видимо, судят по стриму и думают, что я такая... Спасибо большое, Сереж, за песню. Такая. Мгм. Не потянуть меня. Ром, ты бы меня Не- потянул? Так, подожди, давай уточним этот вопрос. Если только на галстуке, да? Ой, песня классная. Ну, скажем так, я бы на Ниве тебя покатал. Начнем с этого. Я психологически, говорит, потянул. Я сама себя психологически не вытягиваю, вы о чем? Не, я вешу 66, кстати.
Долбанный светофор. Еще подождите. Ну так в целом вопрос только психологический, физический, финансовый, я еще думаю, да. Мог бы, Ты еще в силе, да? да. На самом деле, мне уже такое говорили, когда я только-только собирала комп. Мне сказали о том, что я охуевшая, и что мне А не я только потянут. хотел сказать. Ну, я это рассказывала, кстати, в беседе. Та, которая у нас не беседа, но вот мне рассказывала. Такие вот истории. Просто некоторые люди почему-то считают, что, не знаю, они обязаны стримеру. Никто ничем никому не обязан. Вы можете просто смотреть стримы и наслаждаться времяпровождением вместе со мной. Вы свой вечер, я свой вечер приукрашиваю в это все. Блин, Знаете, какие краски в вечер донаты добавляют, это просто не описать. блин, как классно на мне сидит эта белая майка. Вообще. Женщина заставляет сворачивать и просто не смотреть. А? Ром, тебе такое нельзя Ага. смотреть. Тебе такое нельзя В смотреть. смысле, В прямом. что там за дискриминация? Нормально. Воу, полегче, да? Я вас понял. Ну, понял, признал, осознал, да? Да. Я говорю, я сегодня прям на американском стиле. Да, тебе не хватает только это, знаешь, так это, блин, как они там говорят? Пятна, Облиться для начала. пятна, да, от яиц, да, добавить. Привет, Матвиц. Что? Ну, это типа стереотип, блин, об американском дальнобойщике, что у них вечно майки такие, знаешь, засаленные. А, Все... ну пятна это есть, может здесь и есть, она просто белая, не видно. Ну да, конечно. Я надеюсь, мы сейчас о куриных. Простите. Простите, пожалуйста. А Я не если и узнаю. нет, то что? А никто не узнает. Да я тоже не узнаю. Это ж не моя майка. Ну да, так-то не видно. Так, куриные яйца выдвигаемся. Я цепанулся. А чё? Вы хотите сказать, что куриные яйца? Потерялась. Куриные яйца, они что, пьют их или чё? Почему пятна от куриных яиц? Хороший вопрос. Да, еще один 900. Schnie, schnappi, 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 schnappi. Schnie, schnappi, Я schnappi, скромный schnappi. мужчина на дорогущей Да каскаде. пребудет с нами сила. Ниве. О, И Ниве боже. тоже. У меня Я Нива так и легенд знала. пятидверка. Да. Никогда не победит, никогда. А может быть, я весь секрет раскрыла дальнобойщиков прямо сейчас своей шуткой? А они шутят про куриные. А у них на самом деле не куриные. Ну, вы поняли. Мне кажется, раскрыла секрет. На меня сейчас нажалуются дальнобойщики. О, переворот. Американский, да? Да любые дальнобойщики, мне кажется, нажалуются. Скажешь, вот раскрыла наш секрет, что мы вдвоем ездим с экспедитором. Ну я-то что-то не это самое, не жалуюсь. На кого именно? Что, ты один катаешься? На секреты дальнобойщиков. А-а-а. Подожди, ты в жизни тоже дальнобойщик? Ну, был, да, год. Я просто Хотя помню, не ты год, ездил... чуть больше. Я помню, ты ездил на дальние дистанции, но я думала, что это так по работе, там, не знаю, в один город и Нет, всё. я ездил в Швецию. О, блин, класс. Где я был-то вообще? Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Финляндия был. Я еще Белоруссия был. Попутешествовал, получается, класс. Да, так, прокатился чуть. Они просто и тебе еще не рассказали всех секретиков. Был бы у тебя второй водитель, он бы рассказал бы. Ты же один путешествовал? Ну, да.
Ну вот, Может быть, был бы хуже, чем ты путешествовать сюрприз. экипажем. А? Не, ну мы обычно собирались, там машины 2-3, как бы, и ехали вместе. А рация на какой дистанции работает? Типа вот этот, А я знаю, что- по-разному. Все зависит от рации, антенны, усилителя. Господи, Не имеет значения, тебя никто не будет слушать, если ты не продаешь или не покупаешь соляру. Всё? Вот, кстати, вот этот вот, блин, вообще мрак. Под Москвой, блин, особенно. Это вообще, это просто задалбывают, блин. Только и слышно, ничего вставить даже нельзя. Мы уже обычно Ой. просто уходили на другой канал куда-нибудь, блин, и просто там сидели, потому что, ну, невозможно. Это реклама, там продаю, тут делаю, там собираю, блин. Здесь автосервис, там нет автосервиса. Кто кого подрезал, зачем так едешь и так далее. Там вот это просто мрак там под Москвой. Москва и культура вождения, это, конечно, да. Вроде как иногда пересекаются, но ключевое слово иногда. Прикиньте, да, игра в реалити с дальнобойщиком в стиме, да? Вот так-то. Контент. А колесо пробивал пути? Нет, не пробивал. Мне стало интересно, как это сложно менять или не Взрывалось. сложно. Не взрывалось, у меня с колесами всегда все нормально было. Хорошо. А машина казенная, получается, была? А что еще раз? Машина не твоя? Нет, не чьей-то? моя. У нас есть вот тут в городе такая небольшая компания. Там 11 машин. И вот Так там что- ездил на Вольве старенькой. Прикольно. Да. И на новой, кстати, тоже ездил. Что тебе больше всего понравилось? Какая из марок машин? Да, как-то не знаю. У нас и Скани были, и Вольво. Но я как-то не знаю. Мне к Вольво больше душа лежит. Так-то они все, конечно, хорошие. Скания, DAF. Но я больше по Вольво все-таки не знаю. Чем-то она мне больше нравится. А у кого удобнее это? Лежанка? Спалка? Так все от кабины зависит. Они что же разные бывают. Есть поменьше, есть побольше. Ну, вообще, в целом, там все плюс-минус одинаково. Там нету таких прям отличий. Думаю, ну мало ли, может у кого-то есть ортопедическая вот эта вот лежаночка. Так нет, а ты можешь спокойно заказать себе матрас, тебе сделают, как бы, и все, и, пожалуйста, вот тебе ортопедический матрас будет. Прикольно, прикольно. А чего ушел с дальнобоев? Ну, скажем так, не тут буду рассказывать. Ладно, все понял. Обстоятельства сложились. Да, там свои причинки. Все, поняла. Марин, а что означает знак такой, на котором стоп написано, красненький? Который Влад сбил? О, блин. Ну, вообще, да. Я что-то проехал как-то. Он Ой, означает, Лиза. надо было остановиться в стоп-линии, посмотреть налево-направо и повернуть. Да, вот расскажи это товарищу офицеру, который тебя опережает сейчас, которого ты просто резанула. Это не я, кстати. Я смотрю, Влад проехал, я за ним. А я вообще заболтался с вами, короче, проебал поворот. Ой. Ну, я уже говорил, это главная причина, почему дальнобойщики долго дома не бывают. Проебал поворот, все, плюс 3 дня к пути. Жесть. Да не, на самом деле нет. Это ж так. Так, ладно. Еще и повис до кучи, ну я понимаю. Павел, разве да? У меня есть машинист в подписчиках, я могу спросить.
так ли это или на самом деле. Я Конор, и я проверю это. Что там за Привет. предложение? Тут написали, что мы... Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Чтобы железный конь не подводил. Спасибо большое. Тут пишут, машинисты уходят с работы, когда много людей сбили. Это любое? Ой, кайф. В смысле много? Там одного хватит. Да. И еще одна цитата, сейчас я вспомню, как она дословно будет. Люди говорят, что Россия между Востоком и Западом. Это Запад и Восток, справа и слева от России. Угадайте, чья цитата? Можете просто инициалы закинуть. Я, блин, так вот воодушевилась этими цитатами в моменте. Я как бы вообще сейчас в силу определенных обстоятельств. Нет, Радик. Ну, просто я не поняла, на самом деле, почему именно эта цитата. И почему именно такая, ну ладно. Там кто-то что-то уронил. Да это Влад с заправки выезжает, у него в кабине все растряслось. Главное себя не растрясти в эти моменты. Так, господа, 4 человечка. Поставьте вот здесь вот пальчики вверх. Не, там политики и писатели были. Вроде как. Но почему именно так? Типа только политики и писатели, непонятно. Актеров я вроде там не увидела. Ну, цитаты актеров я не увидела. Актеры редко когда могут что-то действительно осмысленное и умное сказать. Именно вот в этом плане. Я думаю, что актеры это глупые люди. Нет, я имею в виду, что актеры ни шиша не понимают в политике. Ладно. Это действующее должностное лицо, или как его назвать? Как его еще назвать? Нас Влад приуныл маленько. Что, лежит-то? Отдыхает? Да, лежит, загорает. Пузиком кверху или боком? Ну, На бочок проехать. лег. Да, А можно проехать, попробовать из окна как-то? почесать. Schnie, schna, schnappi, Можно как-то schnappi, schnappi, schnapp. перевернуть машину, чтобы она прям Schnie, schna, кверху schnappi, 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 schnapp. Давай мы не Лишит будем бы это тебя сейчас прав за такие повороты. Через 2 полоски. А когда я повернула через 2 полоски? Ладно, отключается. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, Вызвать schnappi, эвакуатор и schnappi, выбрать. schnappi, schnapp. Ха-ха-ха. Чуточку почилил на стриме. Пора ехать встречать с аэропорта. Отдал бы Приятного денежек, но стрима, зато на Мариш. дорогу Ой, поставили. хорошего тебе вечера. Хорошего тебе вечера. Спасибо большое. Спасибо большое. Давай, Владик, доброй ночи. Доброй ночи. Сколько сейчас в Казахстане времени? Столько же, сколько у меня. Да? Я не знала. Мы с ним практически вот за руку через границу можем поздороваться. Я делала звук двигателя тише. О, чертом. Ты на 900 едешь, извини, мать. Вот, громкость двигателя поменьше. Ну, ты прям нашла, где встать, конечно. Извините. Почему бы нет, если да? Я на аварийке. Ну извини. Доброй ночи, Владик, доброй ночи. Спасибо, что заходил. Хоть там пару карточек или сколько там, но заходил.
Я заодно тоже подрегулировал, а то я нифига не слышу. Все на кнопку. Тебе просто по встречке в гору уже обгоняет самосвал. А как ты откуда знаешь, что я же нет сзади? Да и мы сзади стоим в этой пробке. А, я тебя понял. Наши дети славянские дети. Это то же самое, что и сейчас нынешние песни слушать, где поют «Мой хуй большой как пенис», и ты такой, что? Другим важным новостям. Да, да. Да просто тут сказали наши дети, блин, просто забыла. Короче, там тавтология. Сразу видно опытного дальнобоя. Взял на двух полосках по встречке, обошел всех быстренько. А, вот наши дети, славянские дети. Покупала наборы или... Так. Нет, я не... Блин, Рома, а что ты мне купил? Я сейчас не понял, что за предъява. Меня спросили, покупала наборы или за 945 купила много штатов и открыла без наборов? Или купила АТС? А, ну это АТС. Наборов не было, это просто базовая игрушка сейчас. А что, бывает наборы не продается? Да. Я просто не Как слежу. правило, они даже со скидкой идут. Интересненько. Для полной картины мне не Скидки хватает бывают довольно тельняшки. часто. Без тельняшки хороша. Да, видал? Какая тоже тельняшка у разные. американского дальнобоя? Вы что? Только ковбойская шляпа, очки авиаторы, клетчатая рубашка и джинсы. Клетчатая рубашка, белая майка под ней у меня сейчас. И, блин, у меня, конечно, не до... О, у меня есть шляпа, но я не надену тогда наушники. Шляпа, кстати, ну, плюс... Нет, она не похожа на ковбойскую. Мне надо еще этот самый рычаг переключения КПП, чтобы где-то на уровне глаза руку положить можно Да, было. обязательно на уровне головы, чтобы рычаг был. Почему вы здесь? А блестящий, обязательно хромированный. Я что, на... С мохнатой байке палкой. еду? Фу. Шляпка, а не шляпка. Ну, получается, шляпка. Блин, однако шляпы дорого стоят, я вам так скажу. Ну, не дешево, как минимум. Да, я когда захотела себе шляпку, посмотрела, сколько стоят шляпки. Взяла достаточно элегантную, но она не дешевая. Я думала, они будут подешевле, конечно. А вы знали, что давление в колесах должно быть разным? Ну, в принципе, это логично. Спереди оно Давление. должно быть чуть меньше, чем сзади. Вы знали? Давление в колесах. Кто сказал? Но не в грузовиках, не в больших, в легковушечках. Видимо, поэтому они периодически решают, что надо сдуть передние и оставить задние как есть. Может, да. Где искали дорожка? Не, чуть меньше. Конечно, чуть меньше. Чуть меньше, 50 рублей. Не, я когда делала балансировку, мне сказали, что правильно будет вот так. Я спросила, почему. Мне сказали, что вся нагрузка идет на переднюю часть машины.
Я говорю, несмотря на то, какой у нее привод, мне сказали да. Вот, поэтому там должно быть меньше, потому что когда ты оттормаживаешься, якобы тебя тогда жопу не будет вести. Я спросила, Да. не мошенники ли они. И он очень уверенно это говорил. С большим энтузиазмом в глазах. То спереди колеса должны быть накачаны меньше, чем сзади? Да. Почему? О, Вот вообще, нет, вообще наоборот, не наоборот, вижу наоборот, логики. наоборот. Ну да, вообще, вот если наоборот, я еще больше поверю, но чтобы спереди меньше, чем сзади, не... Да, наоборот, извините, пожалуйста, перепутала. Чуть-чуть перепутала. У меня, например, как правило, в зависимости от нагрузки, задние колеса можно качать там на пол атмосферы больше, чем передние. А передние пол как было атмосферы 2,1, 2,2, да, так и есть, оно Ну, у постоянно. меня передние 2,8, задние 2,7. Все возможно. Мне? Или кому? Представляешь, у меня за рулем сидеть в телефоне? Это что такое? Штраф. Тебе штраф. Сколько там штраф сейчас за телефон? Еще и на встречку выехала. Через двойную сплошную. О, ну, какая шляпа, решение. блин! Класс! Но это что-то какая-то сексуальная такая шляпа, я бы тебе сказала. Сексуальная шляпа. Ты кочегарь свою буржуйку. Извините, пожалуйста, в телефончике чуть-чуть было. У нее, кстати, грузовое ограничение стоит. В Каскаде, кстати, с навигатора убрали, ограничения перенесли на приборную панель. Прикольно. Вы сегодня видели, как сделаны колесики для аурусов, которые бронированные. Типа, если лопнет, которые на самом деле Rolls-Royce. аурусы, Да. да хер их знает на самом деле. Но там якобы двигатель спроектирован с Porsche вместе. Да, короче, понятно, с причиной Rolls-Royce. Кстати, я бы не сказала, конечно, что он похож на Rolls-Royce, но все Это же. копия. Да нет, ну, который мы видели, я бы не сказала, что он похож на Rolls-Royce. Покажешь потом, кого вы там видели. Просто я знаю только один Аурус, и это копия Rolls-Royce. Давай, пока затекает. Ладно. Вот бы сейчас на самосвальчик с двойной сцепой, да? Ногу размять. Желательно какой-нибудь, знаешь, крас какой-нибудь. Без работающего усилителя. Мгм. Я думаю, этих китайцев тоже на Хова, который хватит. У него что, двойная сцепа. Кстати, я ни разу не пробовала на этом бычке продержаться какое-то время. На каком бычке? Ну, ковбойский вот этот бычок. А, Слушай, ну с твоими параметрами прям обязательно видео надо записать. Ха-ха-ха-ха. За деньги, да? Я тебя понял. где там DonatPay, ты говоришь? В описании. Ой. Все, понеслась. Я бы глянул. Ла-ла-ла. Понятно, понятно, ребят. Наивные, ага. Дальнобой они тут смотреть пришли, ага. Да-да-да. Мгм.
мужчина. На горку, наверное, потому что, да? Когда мы тут прилично поднимаемся. Да не особо тут и такие подъемы страшные, чего вы ноете? Ну, у меня 45 было. Вот сейчас скоро 45. Не, у меня 18 передач, я вообще не парюсь. Ну вот такая же херня. О, 18. Передач 18. А, Они в горку тянут вообще как... Как по равнине. Не, ну не как по равнине, но намного лучше, чем семиступки, все эти, там, 12 ступенчатые. По равнине на разгон, конечно, да, семиступенчатая, она, конечно, молодец, а вот в горку, да, вот Игорь. так вот. А, какая у тебя была самая длинная и долгая дорога? ну, они все, в принципе, плюс-минус, как сказать. Ты Долгие? имеешь в виду по длительности или по расстоянию? Ну, и так, и так. Нет, это немножко, как сказать, разные вещи. Да. Поэтому я их не обобщаю, поэтому это, Можно за грубо 3 говоря, дня два доехать до вопроса. Новосибирска, а можно 3 дня простоять на границе. Да. Потому что все-таки. А были Как бы, моменты, ну- когда стояли очень долго где-то? Само собой. На МКАДе. Да почему? На МКАД я, конечно, не люблю, но Давай на чистоту. Да А я больше не без- держал на МКАДе. ты шо, я на МКАД вообще почти не заезжал. Я эту Москву я даже не совался. 107-я, 108-я, ЦКАД максимум, все. А был один раз на Бабаевске мы с Эстонии как какао водили. Бабы. Вот один раз я только вот тогда в Москву заехал, а так вообще нафиг ни за что не поехал. Ну а так чё, куда я ездил? Сколько? В Калининграде мы были несколько раз. Потом ездили в Краснодар, со Швеции водили. Нифига. Да, вот. Чё, в Тюмени побывал. Тюмень, Челябинск, Екатеринбург. Самое долгое, где мы стояли, честно говоря, я даже так и не вспомнил. Я думаю, мне на это не ответят. Тут в чате Сколько? вопрос. А сколько дальнобойщиц ты подвез? Нисколько. Вот, кстати, это еще один из таких из распространенных мифов, как будто там, я не знаю, дальнобойщиц. Ну как, вот в плане того смысла, которого они имеют. Смысл. Нисколько не возил. Да, там девочки работают, но так, чтобы прям возить, я никого не возил. Что тут за ужасы происходят? Не, просто вкладку не буду Перекрёсток. спрашивать. Я думаю, это сугубо личное и тоже в какой-то мере интимное, поэтому не буду спрашивать, извините. Кстати, слушай, самое большое мы стояли, по-моему, даже я тебе скажу, в Калининграде на разгрузке. Мы стояли больше недели там. Ни хрена себе. Да. Это потому что мы тогда... Мы, короче, пивас туда привезли. Они проверяли, насколько он хорош или что?
Нет, там другая фишка была. Там, короче, понимаешь, склад временный был. То есть, М. получается, складик небольшой, туда вот днем они фуры разгружают, а вечером они перегружают на такие, ну, на машины поменьше и, короче, и возят по точкам. Вот, и нас тогда было погоди, по-моему, из-под Питера было 30 с чем-то машин, а то и больше. И, короче, вот мы там приехали, встали в очередь, и так всю вот эту очередь неделю и стояли. А съездил к друзьям, довольный. Побывал на день рождения, пошатался по Калининграду, А то, что съездил вот в на этом... море. Ой, это тоже классно. А то, что вот там долго остаетесь, эта компания вам платит? Ну, у нас были суточные. М. То есть, Ну, в эти тебе эти как суточные сказать? нужно было уложиться, верно? Нет, это я имею в виду зарплата суточная. То есть, тебе там каждые сутки тебе оплачивают. Ага. Вот, но, конечно, и то, что тебе они там оплачивают, это копейки, ты больше получаешь с километража. Сколько они там рублей 500 дадут? Это даже чисто пообедать разок. У нас было 1000, сейчас я тебе скажу, короче, полторашка была. Ну это уже Полторы хоть тысячи что-то. сутки, а остальное там от колеса вот с километра. Ну да, вот что-то. Ну, на самом деле прикольно. 1500 вам давалось на покушать. Ну, тоже неплохо. Нет, 1500 это на покушать вроде как. Так, Разве нет? погоди. А, вот оно где. Ну, как сказать 1500 на покушать? В дальнобой же не только покушать надо за сутки. Вот я сюда не вложу. Вопрос, конечно, хороший. Ты опять этот поворот продолбал. Да, Нормально, тут блин. навигатор вводит просто насквозь через заправку. Да, 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 да. Да, блин, это долбаный Ох, как я обожаю эти пеньки, блин. Да, там я тоже застряла чуть-чуть вначале. Да ну нафиг. Я еще и поворот ты еще не сразу увидел этот. И вообще вложу ли я сюда? Такой вопрос. Я влезла. Заходишь нормально. Ну нет, на самом деле, не очень-то нормально. Притирку, прям вообще в притирку. Нормально. Всего лишь 3 колеса продрал бы в жизни, а так Да. вообще идеально прошел. Как тут и паркуюсь всегда, как будто. У меня как бы и тягач, конечно, покороче. Так, ты проедешь, нет? Да должен. Нет, просто я вперед чуть-чуть дам тогда, я что-то это самое продолбал. Мне вполне возможно надо будет выезжать, короче. Тут вон как. Ё-моё.
Чё мне дорого... мне так и качать дальность или нет? Это, конечно, Да, качай. дорогостоящий. Как хочешь, смотри сама. Так, блин, а как же мне это сделать-то? Чё-то я затупил нафиг опять. У вас есть Техас? Вы по Техасу катались? Да. Да я вот все хотел, но не купил. На Европе сколько уровней? Ой, не знаю. Сколько уровней Слушай, на ты у Европе? нас спец, скажи, если я груз тут оставлю, пока я съезжу, посмотрю, где мне его оставлять, сработает эта такая фигня или нет? Я что-то первый раз, блин, заехал, не посмотрел на нее даже. Или не сработает? Я так даже не пробовал на самом деле. А я вот прикинь, вот тоже не пробовал, а вот тут никогда не было, а вот тут на тебе. Ну, вот как раз и можно выяснить. Ну да, что-то я опять продолбался. Я не привык я столько разговаривать в дороге, бля. Чем майками своими тут белыми отвлекают. Не говори, блин. У меня еще стрим рядом открыть, так вообще капец. Ну, красиво же ж. Ну, Никто не красиво, спорит. конечно. Кто спорит-то? Вот и не спорь. Вот так летний гололед и наступает. Я подойду. Да-да, подойди. Так, все. Нет, я не знаю, Слушай, почему отличаются. а вот чем, а почему отличаются, кстати, кто скажет? Знаете, нет? Что, от чего? Ну, американские грузовики от европейских. Ну это очень редкий вопрос на самом деле. Ну, Я даже не вообще знаю, что на него капец ответить. редкий, да, вообще абсолютно, блин. Ну вот уже один ответ есть правильный. Правильный ответ есть. В принципе, можно даже не отвечать, а просто предложить поставить мод на какой-нибудь американский грузовик в ETS и попросить в какую-нибудь арку заехать или на какой-нибудь базе разгрузиться. Мгм. Не, ну просто Тогда, видишь, что-то больше всего все-таки различия в законодательстве, потому что в Европе из-за таких ну дорог это да. ограничения полностью на длину всего автопоезда, а в Америке только на ограничение этого прицепа длины. У них все-таки магистрали немножко другие и дороги немножко другие, поэтому как бы им там попроще с этим в этом плане. А база местами такое же говно, в которое надо жопой заезжать. Не, ну тут, конечно, есть такое дело, но Ну, по крайней все-таки, мере, не часто. да, не настолько часто, как в Европе. Вы все сдали? Сейчас паркую. Что, деньги на видео на быке? Мгм. Арин, алкашкой возьмешь? Нет, я не пью. Я ее только дарю. М. Ну, продашь и получишь деньги как раз. Да не продаю, а дарю. Я в призах их разыгрываю. Так, ребята, можно на 3 минуты отлучиться? Да-да. Так, тогда сейчас вернусь. Спасибо.
Может, натурой? Ну, Интересно. я уж учусь на подольше. Салатик. М. Привет, привет, ребят. Всем большой привет. Забыл кое-что, сейчас приду. It was just the beginning, but I saw the end of a love lost story. It was burning my head, and I try to forget it. I try to move on, but I'm trapped and I realize I've been dead all along. Black hearts beat under lungs that bleed from the smoke that licks at your hair. So take me, I am lost. I lay awake but the door is locked, and I am screaming from inside. To let me out 'cause I can be free. There's a lot of life left in me, and I got a little surprise for you. All the voices in my head, Куда ты пропал? they're telling me to do things I regret. So make me, I won't do it. Yes, you will. You're hungry and bad. Two hands holding the will of one. You cannot do what I've done. So take me, I am lost. I lay awake but the door is locked, and I am Кстати, на удивление, где заказывала вкусвилли. Так, а где наш? Вкусные. А где наш Я не друг? знаю, куда ты пропал. В смысле? Сейчас. Сейчас можешь присоединиться. Может, интернет Акс. вылетел. Скорее всего, потому что у него вообще конвой. Конвой отключился вообще. Мгм. Оливье. О, кстати, Радику с Рамончиком привет. Ребят, вам приветик. Это Black Room Boy, что его не поняли. Тебе тоже приветики. Ну, я думаю, ты я видишь. Schnie, schna, Да, я schnappi, вижу. schnappi, schnappi, schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Я не знаю просто, что там ребята будут, они не будут. Ждать их, не ждать еще. Рома говорит о том, что вы вдвоем так вовремя вышли. Даже попрощаться не с кем было. Ощущение, что он не понял, что у него все там было. Ну, вообще-то да. Вообще-то, как я понял, его из Дискорда выкинуло даже.
А я написала. Сейчас посмотрим. Ой. Роман, видимо, уже все. Мы можем с тобой вдвоем поехать. Да? Ну, давай, поехали. А чё на отрова молчат люди? А? Чё стоять, сиськи мять? Вот есть на 16 тысяч. Ты... Так, а у тебя своего грузовика нету? Я ж только сегодня начала играть в неё. Ты бери цена расстояния. Смотри, там сверху сортировать по цена расстояния. Я по стоимости рассортировала. Нет, надо было цена расстояния ставить, так тебе наиболее выгодные заказы будут показываться. Хорошо. Трактор везем. Ну ладно. Мы едем, но нельзя отвлекаться на чат. Я вас поняла. Когда мне придется ехать к тебе? Ну, я подожду. Плюс по пути надо будет еще где-нибудь... Сколько там далеко ехать? Ой, сейчас скажу, секунду. 500 там с чем-то миль, по-моему, да? 583 мили, да. Ну, вполне возможно, хватит. У меня полбака. Да, в принципе, тоже. Так а что ты не возьмешь кредитку, свой грузовик не купишь? Не знаю. В игре они хотя бы отбиваются, эти кредиты, быстро. Не то, что в жизни, да? Нереалистично. Не продумано. Есть мод на кредиты в игре. Хрена себе. В смысле мод? Зачем там мод? Там и без мода все вполне нормально работает. Мне интересно, когда у тебя есть много денег в игре. Игра становится неинтересной, смысл теряется. Ну да. Какой-то красивый. Так, где его брать-то? А вон там, чуть-чуть подальше, откуда я выезжаю. А, все вижу. Не, у меня он сбоку стоит. Ну, у тебя так переливается. Прикольно. Это краска такая. Прикольно. Хочу такую краску. В жизни. В жизни? В Да. жизни я бы и сам не отказался. Она дорогая, конечно, сучка. Ого, дорогая, дорогая, это слабо сказано. Кого фотку постила? Подождите, я что-то потеряла.
А, Logitech 29 КТ. А мы по стариночке. Клава-мышь наша все. М. Нас девятый. Мы с Петровичем поедем, будем сдавать этот груз с Петровичем вместе. Нечего было в тракторе спать. Интересно, а тут бывает, что прикрывают ЖД переезды в игре? Да. Прикольно. Долго стоять? Нет. Я могу повернуть? Можешь. А тебе уже зеленый загорелся, тебе понял. Ну да. Да я по привычке, мне привычнее по-другому. Я, получается, прямо из кабины вылазила, чтобы посмотреть. А игру можно ли на 3 монитора ставить? Ну, не знаю. Не пробовала еще, если честно. Но думаю, да. ps уже можно растянуть на 2 и 3 монитора. Чат, как ваши дела? Рассказывайте. Что нового? Что интересно? Что? Короче, рассказывайте. Какие планы на следующую неделю? Какие планы на майские? Есть вообще планы на майские? Да, кстати, руль достаточно чувствительный. Блин, Подрезал? я не знаю, тебя подрезала я или не. Меня нет. Нормально. Не, нормально. Мгм. Шландос. Блин, давно я эту, кстати, песню не слышала. Давно шашлыки не ела. И не готовила давно шашлыки.
Ой, я не помню, куда мы едем. Там не помню, куда едем. Город Ногалес. Мы туда едем? Да. Спасибо. Автокалис. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Ты что, Ты можешь капитан? сама посмотреть этот самый F6. Нажми просто, то покажется сведения о грузе. Так, а как вернуть? F5, Все, спасибо. пожалуйста. Блин, ну здесь поприятнее руль крутится, чем в ЕТС-ке. Я не знаю почему. Не такой песочный он. Что ты имеешь в виду по слову песочный? Когда поворачиваю, прям вот как будто какой-то скрежет есть. Он не прям же плавно поворачивается, а прям с каким-то... Чувствуется, знаешь, скрежет почему-то. Хотя он ничего такого, просто вот тяга такая. Тяга! Планов много. Бархатные тяги. Да, да. Вчера были в Кавказе, очень вкусный осетинский пирог ел. Не поверишь, ни разу не ела осетинских пирогов. О, это вкусно. Я как-то от выпечки когда-то однажды отказалась, так оно и пошло. Ты что, реально не кушаешь ничего из выпечки? Не, кушаю, но не так часто. А, фигура там, все дела, да? Да. У меня просто завышенный холестерин, выше, чем норма. Вот. Вот, поэтому я стараюсь Так, мало да. мучного и сладкого. Планов много, вот. Только кто их еще раздавал бы все. Эх! Как найдешь такого человека, мне тоже скажи, тоже хочу, чтобы мне реализовали мои планы. Я, кстати, тоже раньше очень много могла хлеба съесть с едой. Я не знаю, я любительница хлеба и мучного. Всякие круассаны, все вот это. Как говорится, меня хлебом не корми. Вот тут то же самое. Да и хлеба покушать, да? Да. Еще раньше были такие классные, вкусные буханочки, которые у нас делались недалеко от города. Вот. И именно в наши магазины ее развозили. Буханочки эти. Боже, они такие вкусные были. Вот это действительно тот хлеб, у которого краюшки откусались и неслись без краюшек домой. Но он такой вкусный. Вообще не могу. Ну вот, кстати, раньше было пофиг, когда хлеб теплый был, то все по-любому вкусно, невкусный, по-любому краюхи были обкусаны, когда мы несем. А сейчас уже нет, сейчас если он невкусный, то уже все. Блин, я нашла, кстати, вкусный хлеб. Курбанского завода? Кажется, да. Кажется, да, Рамон. Ты воронежский, что ли? Да.
Там прям вкусный хлеб. В Воронеже я тоже был несколько раз. И как тебе? Да, как сказать, я приехал, загрузился, уехал. Ну, хотя бы проездом, то, что ты видел, не знаю, вообще. Ну я там на заводе, мы покрышки оттуда возили. По-моему, Пирелли. Что? По-моему, да. Блин, я однажды в Воронеже снимала квартиру напротив пекарни. Это невыносимо, так вкусно пахнет выпечкой, и каждый раз, когда летом открыто окно, это просто невозможно. Ты просыпаешься голодный, ты живешь голодный. Около этого. Я не знаю, как люди справляются. Привыкают. Это прям очень вкусно. Под окнами пиццерия. У меня знакомая жила, у нее под окнами был этот Макдональдс. Говорит, каждый раз они пахнут вкусно. Соблазняет каждый раз. Блин, если бы, я не знаю, я, наверное, поубивал бы кого-нибудь, если бы у меня под окнами был Макдональдс. Просто у нас такая фишка, что у нас вечно вокруг Макдональдса, и что-то такого вечно под окнами какой-то шум, гам, блин. Ну, по крайней мере, раньше было так. И вот 2 часа ночи, 3 часа ночи, абсолютно похер. Приезжает машина с музыкой, все выходят довольные в Макдональдс, пошли, блин. Сейчас у нас не все понимают то, что из-за них перебил, что рядом жилые дома и надо быть потише. Не все это понимают. Как бы так. Я одно время жил в городе, когда у нас, как сказать, ну, квартира была окнами во двор, а с другой стороны дома шла улица, и там была мойка. Ну, вот это обычная автомойка самообслуживания. И, блин, мне так иногда хотелось выйти на ту сторону, кирпичом запульнуть кому-нибудь на эту автомойку, потому что приедет какой-нибудь Чавырло в 3 часа ночи. Музон ебашит так, что просто... Его слышно, я не знаю, наверное, на 3 квартала, блядь. И вот он стоит там свою, либо музыку слушает, либо там, я не знаю, машину моет. Я не знаю, что он там делал, честно. Но было очень неприятно. Когда в 2 часа ночи какой-нибудь такой приедет, думаешь, все, сейчас точно кому нахрен расколожу. Как поменять здесь на светлое время суток? Как здесь на светлое время суток поменять? Да, никак. И Рома как-то менял. А слушай, я, честно говоря, я не знаю. Для меня мне пофигу, день, ночь. Я еду себе еду. А, кстати, а в жизни как тебе лучше, днем или ночью кататься? А, слушай. Да, в принципе, без разницы. Но все-таки как-то попроще, машин поменьше, едешь себе, доедешь. Но с другой стороны, и зверя побольше всякого. Особенно там это где-нибудь в Прибалтике, когда вечно косули всякие, блин, через дорогу бегают там. А там дороги, если ты не по трассе едешь, там они такие в основном извилистые, блин, узенькие. Сбивал кого-то из животных? Не-а. Ну, на фуре, по крайней мере, нет. А на обычных сбивал? Ну, было дело, да. Кого сбивал? Слушай, один раз мне собака попалась. Жесть. Это ее просто подбил или насмерть сбил? Не-не-не, я ее, получилось, просто подбил чуть-чуть. Она мне, получается, прям в свет... Там у нас, я когда, короче, ехал в Псков, ну, домой ехал по одной дороге, и там такой слепой светофор есть, на, ну, лес, короче, и
и слепой поворот где-то градусов на 80-90. Такой резенький. Учитывая то, что ты там в него вкладываешь обычно 70-80, ну... И вот прямо вот в этом повороте ночью я ехал, и собака выбежала. Я бы Вот, ну я как испугалась. бы притормозил, да, и ну она мне как бампером, боковинкой так чуть-чуть чиркнула, она, конечно, убежала, но было немножко неприятно. Мне кошка дорогу перебегала, ее чуть не сбила тоже, блин. А слушай, Самое. кстати, кошку я еще на автобусе, когда работал, тоже сбил, блин. Андрей, приветик, узнала. Но она, правда, сама виновата. Она на мосту, короче, решила дорогу перебежать. Не, у меня А она перебежала, и я прям очень начала сильно тормозить, но я ее не сбила. Но я Не сбила? перестаралась очень... Нет, я очень сильно перестаралась. Не, я когда еду на машине, я уже, блин, тем более, если вот на фуре или вот как я на автобусе работал, я уже не смотрел, блин. Если она на автобусе, так тем более. Если она бежит, то уже хер с ним. Я лучше кошку собью там, допустим, чем, блин, начнут резко тормозить и народ у меня в салоне попадает. Нахер мне оно надо. Потом все эти суды, выплаты. Я и так один раз меня там подрезали в городе. Я один раз на суд ходил свидетелем. Нахер. Это, мне кажется, очень долго и муторно. Что еще раз? Долго и муторно. Ну да, там, когда свидетелем-то еще не так, все равно неприятно. Начинается вот это вот там от того компенсация, тому, зачем, а сколько, а как, и, блин, там, ну раз даже не столько муторно, сколько смешно просто, реально. А, кстати, был еще один случай, когда я, блин, кабанчика сбил. Положил, и шашлык получился на вечер, да? Ну, шашлык получился не мне. А ты его кому-то отдал? Гаишникам. А, не видели, что ты его сбил? Нет, мне шеф сказал, вызывай. Но там, правда, у меня там был такой кабан, что у меня, я ездил тогда на крафтере, на автобусе, на маленьком, таком 19-местном. Вот. И у меня там полморды разворотило. То есть там был взрослый, реально взрослый ветер, короче, и это вообще и там как был. Кошки 9 жизней, можно не переживать. Вы... Я кого-то Ну да, ты это кошки скажи, ага. Кошки 9 жизней. Ну. Ты там, наверное, уже ушкандыбала, да? Ты уехала уже, наверное, далековато. Нет, у меня осталось 318, ты вроде вперед уехал, нет? Сколько тебе осталось? 318, ты вперед улетел. Ё-моё, а чё ты так нет? В натуре я уже взвеситься успел. О, взвеситься, а где надо? Ну там дальше будет. Чуть-чуть. Это получается 280 миля где-то примерно. Я тогда поеду, пока заправлюсь. Как раз заправочкой. Мне тоже надо ускоренно заправиться, я, наверное, не докачиваю все эти 300 миль. И чё, какой тебе штраф был за кабана? Никакой. Просто забрали себе кабанчика и все? Ну да. Они приехали, посмотрели, говорят, а чё, а как это? Я говорю, ну вот так вот, мужики. И они говорят, эх,
Ну, говорит, что поделать. Ладно, говорит, езжай. Я говорю, а как я уеду? Мне машину чинить надо, как я уеду? Короче, меня эвакуатор вызывали. О, нифига, там прям сильно разворотило. Ну, там, я говорю, там морды нет, тормозов нет, рычаги погнуты с одной стороны, бочина погнута, там жестко все было. То есть, чтобы ты понимала, я тормозил ручником. Жесть. Потому что Хочу? как... Не знаю. Потому что энергоаккумулятор тормозной я просто-напросто не нашел. Он Я вылетел. просто фанатик, это не тебе, извини. Я не понимаю, почему не взвесилась. А тебе, может, и не надо было. Не, мне написано было... Да? Да, я проехала эту штучку. Успех, птичка. Класс. Так ты будешь на заправку заезжать? О, наверное, да. Я вряд ли, наверное, 200 миль доеду. 280. Слушай, я не помню, на какую кнопку менять это самое. Там в центре можно посмотреть. Этот запас хода. В целом, я сейчас покушала. Салатиком плаваю, так что я пока не голодная. А О, потом на я Ай. лягу спать. На Ай? Да, на Ай. А, на Ай. И английская. Там запас поняла. хода у тебя в центре будет. Ну нет, не показывает. Потому что у меня перебинтина, я не знаю. Не, дистанция 200, вон 200 там чем-то было. Как на эту заправку заехать? Сейчас съест. Да, первый поворот, я вот тут стою. Первый поворот внизу, не вверху. Почему? Наверх заезжай, почему? Наверх? Да, правильно все. Видишь, где кнопочка Exit? Вон там знак стоит. Вот на него и заезжай. Наверх. Все правильно. Я думала, мне вниз, под мост. Нет, и вниз ты поедешь прямо по шоссе дальше. Фига. Да, если есть значок Exit, значит там либо стоянка где-то, либо этот самый. Понял. Либо заправка, либо что-то такое. У меня на дрова есть... Блин, нет! На дрова Чего? есть модераторы? Где я чуть не перевернулась. А почему на того нет модераторов? Есть. Я спросила. Ну, Рамон должен быть. Рамон, забань человека в кармаче, пожалуйста. А, ты не у меня спросила. Ух. Не-не-не, не тебя. Я просто не мьючусь, когда разговариваю, извини. Да ничего страшного. Я отвечу. Ты немножко не с той стороны заехала, ну да ладно. Да? А, я под кирпич заехал, да. Меня все равно заправят, да? Конечно заправят, а что нет?
Много думала, можешь не заправлять. Ну, да, потому что я чуть-чуть заправила на 252. Ой, не туда нажала. Ну да, и хорош. Ты уж точно доедешь. Нет. А, ты. Я потеряла, где у меня звук. Нет, тракторок! Упс. Тракторок прыгает. Рахту. Я не удивлен, почему именно? Тебя никто не банит, угомонись. Семибитного забанил. За что ты его? Какое зло он тебе сделал? Чуть-чуть ударилась. Ну, тут можно ехать 75 дней. Я, конечно, не разгонюсь за 75. Смотря как жать будешь. Два, все. Значит, движочек просто слабенький. Ой, я смогла до 71 разогнаться. Я не понимаю, с горки я еду или нет. Да не, вроде по ровному едем. Значит, я смогла 77 даже разогнать. А, я трактор потеряла, вот и лечу. Вероятно, это так, да. Я бы, наверное, что-нибудь сказал, если бы она его потеряла. Ой, на дороге чей-то трактор, да? По полям, Ну по да. полям. Что это такое? Что случилось? Он начал объезжать, пристраиваться, я ему въехала на 29%. Я даже не поняла, пил. Он просто, я не знаю, что он здесь пристраивался, он просто пристроился в мой ряд. А у них бывает такое иногда. Я думала, здесь препятствие.
бдительность потерял. До этого я не влезалась ни в кого. Это не мой, ладно, но все же. Ну, что поделать, бывает. Проехали. Точнее, поворот на него. Ой, извините, я тебя подрезала? Нет, все шикарно. А, хорошо. Я держусь на безопасном состоянии, соблюдаю. У тебя, дистанцию. получается, тебе давали автомобиль, и ты при этом, получается, прибыль заказов делила напополам, или как? Нет, я получал зарплату. А, тебе просто эта компания предоставляла автомобиль, в который ты работал? Да. А, я думала, может, Я ты кого-то пришел, берёшь. и мне дали машину, сказали, вот, на, вот, доделывай, и вперед, поехал, работал. Тадель красивый сейчас был. Да, Ну, не сейчас. Я думала, сейчас. эти, как их называют-то, блин? Ой, бля, вот забыл я. Да что ты тормозишь, дебила кусок? У меня пристроился в мой ряд просто так. Какой двигатель испорчен? Чего? Двигатель не исправлен. А, чек загорелся. Я вроде не слеплю тебя. Ух ты, блин. Я просто хотел посмотреть, как это у тебя на стриме сработает. У меня подсвечивается салон. Кстати, вот эту фишку они до сих пор так и не пофиксили. То, что светится салон? Да, как будто там, я не знаю, щели размером и с кулак. Везде. Нет, там просто стекло. Панорамное. Да. Раньше и с мостами такая же фигня была.
мосты подсвечивались? Ну да, тут в каких-то ситуациях, я не помню. Сейчас-то они вроде этот баг уже убрали. То есть они как будто сквозь мост тебя просвечивали. М-м. Слили солярку на продажу. Неужели на этом можно неплохо подняться? Ну, если соляра халявная. Почему? То есть можно заправляться сколько угодно? Не, но все равно вот, обычно заправляются там по топливным карточкам. Просто если ты экономишь, как бы, а тебе за это не доплачивают, ну смысл тебе держать эту экономию? Когда можно и вот это, то, что ты наэкономил, можно спокойненько продать. Интересненько. Я вот, если честно, вообще не понимаю, блин, такие вещи, когда вот если вы сидите за то, следят в компании за топливом, но при этом если человек экономит, причем хорошо экономит, ему за это ничего не доплачивают. Это вообще я считаю даже как сказать неуважение какое-то со стороны компании. Потому что человек вам приносит деньги, он на вас работает, как бы вы платите ему зарплату, но при этом на топливе он экономит еще приблизительно свою же зарплату. Потому что там в некоторых случаях там литражи довольно существенные. Так, в некоторых случаях. А в некоторых случаях бывает такое, что и вообще экономии нет. Например, когда едешь там по горкам, блин, какая там нафиг экономия? За спиной 20 тонн, но у тебя 400 лошадей. Как, ну, куда там? Какая там экономия? Когда постоянно спуск, вверх, вниз, подъемы, спуски. На подъем не вытянул, встал и все, и мылишь, пока не выйдешь. Опа, Были, дорога, кстати, что ли, проблемы закрыта? с подъемом? Были. Зимой, наверное, да? Да. Во Владимире. Ой, не во Владимире, в Ярославле. И что тогда делать? А что делать? Просто топишь лед, пока не зацепишься. Мы попали в снегопад жуткий, а я груженный был. Там подъемчик такой затяжной, примерно метров 800, и довольно крутой. И мы там втроем с мужиками прилипли. Жесть. Ага. То есть надолго, да, может затянуться? Ну, мы там где-то час, полтора, наверное, вот так вот пытались выбраться. Ну, сама понимаешь, ты вот буксуешь, пока лед не про это самое, ну, не протает под колесом. Машина зацепилась за этот самый, за асфальт. Чуть-чуть проехала вперед, и вот так 800 метров, считай. Обалдеть. Ну а что делать? Коммунальщики, ты позвонил коммунальщикам, они говорят, во всем городе жопа, типа вас никто вытаскивать не будет, сами как хотите. В такие моменты, получается, и на спуске очень опасно. Конечно. А на спуске еще больше, еще опаснее. Такая фура несется без тормозов, вообще жесть. Ну а на спуске в лед никто в основном и не тормозит. О, мне чел зевнул, он что, спать захотел? Да, у тебя кроватка загорелась. А, нифига, я первый раз это увидела. Так что надо искать эту парковку и... Ой, сорян.
Не ту кнопочку нажал. А до парковки... А, так мы скоро приедем уже, в принципе, Да, можно да. и доехать. А что, он может глаза закрыть? Может. Интересно. Но он, как Какие-то- сказать, он просто на подольше будет глаза закрывать, вот и все. А, Каждый раз все дольше, дольше, дольше. так, а как я пойму, что он закрывает глаза? Экран темнеет. Кажется, он закрывает глаза. Включи дальний, пожалуйста. Кто, я? Да, я проверю, да. Не знаю, либо мне показалось, либо нет. А, ты его дальним разбудил, что ли? Возможно. Я не знаю, как это тут работает, потому что я эту фигню, я усталость вообще выключил. Бывали штрафы, там, не знаю, за превышение скорости, за что-нибудь еще? Именно у тебя. Именно на работе. Ну, вот за время, пока ты работал дальнобойщиком. Ну, были, конечно. Они, ну, получается, там же на юридическое лицо, не на физическое. И штрафы же больше, или нет? Ну, если брать штрафы за превышение скорости, такие, как сказать, вот именно вот эти дорожные штрафы, они, в Мгм. принципе, такие же. Такие же, что и на легковую. Какой самый у тебя дорогой штраф был? А я не помню, слушай. Честно, мне было-то много. Мишаня, здравствуй. Зорка, привет. Ну, на фуре у меня самое большое было это всегда превышение скорости, в основном, там, 500 рублей и все. Ну и то, кстати, вот иной раз бывает с рейса приезжаешь, у кого-то пачка лежит и такое одно или вообще нету твоих. Вот вообще, вот знаешь, приятно даже было. Когда кто-то штрафов на 3-4 тысячи нахватал, а ты приехал, у тебя ни одного. Водитель зевает или стонет? Ну, похоже на то, что он зевает. Ну, я не знаю, как выглядят мужские стоны. Он зевает, да. Иногда. Разбудить тебя маленько. И вот дальним, кстати, ты меня до этого разбудил. У меня так чуть-чуть темнел экран. Ой, мы почти приехали, да? Блин, надо было... Кровать красная. Будет штраф за нарушение сна. Что вы мне раньше не сказали, я бы отключила это. А ты еще и не впишешься, походу. Да? Ну, вполне Вероятно. может быть. Да. Ну, давай назад, только прими. Прими навстречу спокойно, я тут держу стою. Вот, прямо, 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 прямо. Я сейчас задом ровно сдам, а потом... Нет, ты со встречки поворачивай. Ну, я говорю, сейчас задом сдам, а потом просто амплитуду чуть побольше возьму. Не-не-не, тебе полностью ровно надо встать. Хотела так. Со амплитуду. встречки прямо и поворачивай. Чего ты боишься? Мне, чтобы жопу мне навстречу вылезла сразу. Да, 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 да. Чтобы жопа у тебя была на встречке. Кто там сигналит, блядь, погоди. Где там кто сигналит? Чё там? Кто там сигналит? Чувак, я ж дурак. Я ж тебя уебать могу. Достаточно. Ты видишь, что тут сзади происходит? Нет.
Хочу посмотреть теперь. Не, я там одного умника выпихал. Вообще нафиг вообще. А чё он сигналит, блин, охерел, что ли? Так, куда тут парковать-то? Ага. Удовлетворительно. Не было штрафа за то, что он спать хочет. Просто мне сказали, что удовлетворительно. Да блин, вы чё, издеваетесь надо мной, что ли? Чё там? Да у меня стоит флажок, а места, куда машину, ну, прицеп ставить нету. Я думаю, может быть, на этом закончить. Чать. Что скажете? А, вот, ни хрена не запихали его куда. Просто я-то, видишь, я это самое повышаю свой скилл, паркую все сам. Угу. А я тоже, кстати, ну, почти везде парковалась сама. Брала там именно жопкой сдавать. 2 раза Да, вроде да, да, сдавала, да, а да, да. 2 раза так обычно заехала. Да не, в принципе, не так и сложно, но экспу дают, и ладно. Сейчас найду, это где тут в настройках это есть. Не, полностью. Жесткость подвески. А что лучше, жесткая или мягкая подвеска, интересно? Я не знаю, но руля у меня как бы руля Не, нету, вообще, поэтому я вообще. вообще все должно быть в балансе. Мгм. В меру жесткая, в меру мягкая, да? Да, но опять же, не во всех случаях. Еще и дождь пошел, собака сутулый. Интересно, тут есть праворульные машинки? Есть. Хочу теперь покататься. Зачем? Для разнообразия. М. Хочется покататься на правом Не, руле но здесь. пока ты можешь смотреть, тут такая фишка, что ты просто, как сказать, комплектации своего уже тягача можешь поставить, типа, ну, руль на другую сторону. Поняла. То есть тебе надо будет купить свой тягач, и там уже, когда ты достигнешь определенного уровня, тебе будет доступна комплектация с другим расположением рулем. Фига, тут качать все равно надо. Да-да-да. И ты все равно, ты в свой грузовик, когда купишь, ты все равно там будешь качать, открывать там движки новые, кабины новые. Тут такая система. Понятненько. Ты там запарковался? Yes? Я вот думаю просто закончить. Глаза А начали хочешь, болеть. Да. хочешь, заканчивай. Я тебе буду тогда писать сюда в Дискорд.
в личку, если мы еще поедем. А там уже Мгм. сам решишь, поедешь, не поедешь с нами. Мгм. Хорошо. Спасибо тебе за катулечки. Да не за что. Всего Давай, хорошего. хорошего вечерочка, Всем давай. пока. До свидания. Пока-пока. Давай. Какие у меня ребята вообще милые, не могу. Вы вот в чате такие милашки, и вот у меня в Дискорде сидят со мной, играют милашки. Я прям не могу. Ой, господа, что, я все песни на сегодня поставила? Ой. Я думаю, закончить стрим. У меня реально, мне глаза прям болят. Ох. Да, да, вы у меня милашечки. Все, кто на стрим приходит, все, кто подписан, вообще вы у меня прям зайчики, пупсики. Обожаю вас. Да, 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 Игорь. Милашка, да. Хотела же на телеке смотреть. Ну ничего, сегодня пораньше стрим закончим, потом, может быть, подольше поиграем. Просто у нас вон и у ребят времени особо не было. Да и я поздно приехала, я должна была начать пораньше. Но вышло так. Ты тоже ничего. Спасибо. Так, господа. Кто здесь? Господа. Что? Мне кто-то в телеге звонит. Большущее спасибо всем, кто присутствовал на стриме. Большое. Маечку специально для вас тут надевала. Все, увидимся с вами завтра, наверное. Я пока не знаю насчет завтра. Может быть, завтра увидимся. Может быть, я сделаю себе выходной. Давно не было дней без стрима. Вот. Майка кайф, да? Так как Майка-то как сидит классно. Вообще не могу. Все, господа. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.